На рассвете, когда город еще дремал, а над кладбищем стелился легкий туман, Александр Романов, богатый предприниматель и вдовец, стоял у могилы своей жены. Он опустил взгляд на холодную гранитную плиту, где были выгравированы слова, ставшие для него печатью вечной боли. Сердце сжималось, дыхание прерывалось от воспоминаний. Пока он стоял неподвижно, рядом по дорожке пробегала маленькая девочка с корзинкой полевых цветов. Вдруг она остановилась, распахнула глаза и, указав в сторону аллеи, произнесла с детской уверенностью: «А я ее вчера видела. Она шла вон туда». Александр замер. В ее голосе не было ни тени сомнения. Он поднял голову, вслушиваясь в едва уловимые звуки — шелест, ветер, шаги. Но вокруг было пусто. Как такое возможно? Екатерина, его жена, умерла и была похоронена здесь всего несколько дней назад. Недоверие боролось с надеждой. И, движимый странным чувством, Александр направился по указанной девочкой аллее. Он проходил мимо ухоженных рядов памятников, тенистых деревьев и крестов, пока не оказался у заброшенного сада за старой каменной оградой. Этот уголок старого монастырского парка давно зарос и был скрыт от посторонних глаз. И именно там, среди тени каштанов, он ее увидел. Живую, настоящую. Она стояла, будто растворившись в утреннем мареве, с глазами полными тревоги и облегчения. Сначала Екатерина сделала шаг назад, словно испугавшись, что ее тайна раскрыта. Но, увидев выражение его лица, она подошла ближе и, с трудом сдерживая слезы, начала говорить. Она рассказала все о людях, которые следили за ними, о грозящей опасности, о шантаже и страхе, о том, как ради его безопасности она инсценировала свою смерть с помощью подкупленного врача, подмены тела и тайного захоронения. Все это время она скрывалась в этом саду, ожидая, когда можно будет вернуться. В ее голосе звучала усталость, но и сила, а в глазах — бесконечная любовь и решимость защитить того, кто был ей дороже жизни. Александр стоял, не в силах поверить до конца, но чувствуя, как тяжесть с души начинает спадать. Вместо беспросветной скорби в сердце зародилось новое чувство — облегчение, благодарность и вновь любовь. Они долго говорили, потом вместе решили действовать. Собрав все доказательства и обратившись к доверенным людям, они вышли на след тех, кто стоял за угрозами. Преследователи были найдены и наказаны. Опасность, нависшая над их жизнью, исчезла. Через несколько недель Александр и Екатерина вновь пришли на кладбище Святого Михаила. Теперь могила с ее именем уже не была символом утраты. Она стала знаком победы. Над страхом, над ложью, над судьбой. Они молча смотрели на надгробие, зная, что это место не конец, а начало новой главы. Любовь, выдержавшая испытание смертью и обманом, оказалась сильнее любой тьмы. Теперь они шли вместе, навстречу свету, навстречу будущему. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.